Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Знаете ли вы, что Кировская область по площади занимает примерно столько же места, как какая-нибудь небольшая европейская страна? Например, на территории Кировской области могла бы поместиться вся Болгария. Еще бы место осталось. Чтобы проехать Кировскую область с севера на юг, нужно преодолеть 570 километров. Чтобы повторить такой путь с запада на восток, придется проехать 440 километров. Между населенными пунктами огромное расстояние. И чтобы добраться до города Кирова, иногда требуется провести в пути весь день. При этом больше всего людей живет не в сельской местности, а в городах. А самым крупным считается город Киров. Это областной центр или, как еще говорят, столица региона. В Кирове проживает свыше 540 тысяч человек. Это почти половина всех жителей нашей области. Получается, что города в современном мире более привлекательны, чем деревни. Почему? Что есть в городе, чего нет в деревне? И наоборот. Давайте попробуем разобраться. Русский классик Михаил Салтыков-Щедрин провел в нашем городе один из важнейших этапов своей жизни. Как уверяют исследователи, именно здесь, тогда город еще назывался Вяткой, началось становление писателя. Впрочем, писатель отзывался о Вятке совсем не восторженно. В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями. Нет в нем садов семирамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц. Да и улицы, да все немощенные. Но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Какие же черты нашего города отмечает писатель? Это мирный город, есть в нем что-то успокаивающее, там царит тишина. Вятка кажется застывшей, однако Салтыков-Щедрин описывает и другую сторону городской жизни. Мне отрадно и весело шататься по городским улицам, особливо в базарный день, когда они кипят народом. Мне мил этот говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии. Взгляните на эти загорелые лица, они дышат умом и сметкою, и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Значит, в городе бывает ярко, шумно и весело. Там гуляют толпы людей, городские улицы кипят народом. Причем о горожанах писатель отзывается как об умных и сметливых, то есть сообразительных, находчивых людях. А вот приметы деревенской жизни. Их описывает в своем стихотворении Светлана Рыболовлева. Ох, и чудо хороша наша вятская земля. Манят нас лугов просторы, красота ласкает взоры. Из березок хороводы царства матушки природы. На ромашковых лугах звонкой песни в облаках, гармонистов переборы, земляничные угоры, сенокосная пора, вкус парного молока. Просто нежно и красиво, радуга встает игриво, грузди, рыжики, маслята, тройка русская, чай с мятой, всех красот не перечесть. Вятский лапоть у нас есть. Дымковской хвала игрушки, росписи своей матрешки. Ох и чудо хороша наша вятская земля. Хлебосольный наш народ ждет гостей в свой хоровод. Итак, что же мы можем увидеть в деревне? Просторы лугов, хороводы, березок, ромашковые луга, земляника на пригорках, сенокос, парное молоко, радуга, изобилие грибов, традиционные народные промыслы и гостеприимство людей. Оба автора согласны с тем, что Вятский край уникален своими людьми, хлебосольными, добрыми, творческими, широкой душой. И поэтому совершенно не важно, где жить, в городе или в деревне, если рядом нужные, важные, добрые люди, которые всегда придут на помощь. Главное выбирать место жительства по сердцу, и вообще город и деревню можно противопоставить по образу жизни. В городе темп жизни ускоренный, а в деревне более спокойный. В городе время бежит, а в деревне время течет. Слова с противоположными значениями в русском языке называются антонимами. Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения. Например, правда – ложь, добрый – злой, говорить – молчать.
Обратите внимание, что не все слова могут являться антонимами, а только те, которые противопоставляются друг другу по определенному существенному признаку – качеству. Добрый, злой, быстро, медленно, направленности, передний, задний, вверх, вниз и другим признакам. Город и деревня в общем смысле являются словами-антонимами, то есть словами с противоположным значением. В русском языке есть словарь антонимов. Давайте им воспользуемся и назовем антономические пары для определенных слов. Лето, зима, весна, осень, проснуться, заснуть, тишина, шум, бежать, стоять, спешить, медлить, юный, старый, детство, старость, копить, тратить, начало, конец, новый, старый, одинаковый, различный. Такие пары помогают составлять предложения со значением противопоставления. Например, мне показалось, что прошла вечность, а на самом деле пролетел всего миг. Он мечтал прийти к финишу первым, но, к сожалению, стал последним. Я решила, что воздушный змей вот-вот упадет, но он внезапно взлетел еще выше. Теперь вы знаете, что такое слова-антонимы. Попробуйте составить рассказ о том, чем отличается жизнь в городе и в деревне. Используйте в своем тексте антонимы. Это будет вашим домашним заданием. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч! Любите и изучайте русский язык!